Приветствую вас, дамы и господа. С вами Дон Стрэнджер, и это прохождение Секиру. Часть вторая. Продолжаем на том, на чем остановились. Так, ну что ж, куда мне надо? Прежде всего, как он высоко прыгает-то, а? Тут привыкнуть надо бы к этому всему. Так. Опа, тут есть враги. Ониги, да. Внезапно, быстро. Сбор трофеев с врагов. А с врагов можно на расстоянии собирать трофеи, различные вещи и деньги. Предметы, найденные в игровом мире, отличаются от трофеев с трупов врагов. Их собирают на расстоянии... их собирать на расстоянии нельзя. Нажмите и удерживайте квадрат, собрать трофеи. Подойти к игровому предмету и нажать квадрат, взять предмет. Удерживать квадрат. Так вот это зачем. Прикольно. Какой-то пылесос. Активируем. Так, а здесь что? Пробудить видение. 30 секунд. И как? И почему не отображается ничего? Ладно. Так, залазить на L2. Окей, цепляться за всякое. Опа. Эти врата похожи на те, где я уже был. Мне бы вспомнить бы вообще, куда мне надо бы попасть-то. Теперь я могу здесь везде лазить. Кучу врагов убивать. Есть ли в этом смысл? Лута никакого не вижу. Хотя вон там что-то желтенькое. Там стоит чел. Короче, мне куда-то просто туда. И все. Что тут думать-то? Ага. Есть ли смысл его убить? Могу ли я сверху их убивать? Типа удар вот так вот. Да, могу. Да, могу. Угу. Надо пылесос активировать, чтобы собрать с них деньги. Прикольно. Так, ну да, он здесь лут был. Глиняный осколок. Глиняный черепок. Звучно разбивающийся при падении. Бросьте в сторону врага, чтобы привлечь его внимание. Мальчишки Асина любили бросать и разбивать такие черепки. И даже став взрослыми, они не забыли старые игры. Окей. Аналог каких-то отвлекающих камушков из Horizon. Типа того. Zero Dawn. Так, опции. Глиняный осколок. Как активировать видение? Почему я ничего не вижу? Окей. Можно делать так. Нет. К стенке прилип. О, сколько тут народу было. Почему я не могу пробуждать видение, не понимаю. Я что-то не то нажимаю или что. Просто закрыть есть и все. Ладно. Так, там что-то горит. Хм.
Так, это те врата. Там есть лут внизу. Так что нужно бы по-хорошему разобраться с этими двумя. И забрать лут. Че ему там лежать так? Так, их тут двое, правильно? Ага, тут еще один. В какую сторону он смотрит? Он ли? Кто там? Это собака? Ух ты, прикольно. Опа. Меня не слышат. О, собачка патрулирует. Прикольно. Эх, собачка. Кто меня видит? Собакин. Так, ну-ка. Кто-то меня видел. У меня знак. Но кто? Я не вижу. Кто-то оттуда. Ладно. Сейчас разбираемся с одним, потом разбираемся с другим. Тем более они стоят так, что прям напрашиваются, чтобы их... Да что ж ты из приседа-то уходишь? Хорошо, что они глухие, не то чтобы слепые. Окей. Пригоршня пепла, окей. Ходишь такой, пылесосишь. А я должен сразу с врага собирать. Все. Дрожжи забрал. Хм. Так, там еще в кустах лазит. Ну-ка, 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 ну-ка. Иди сюда. Сам напрашиваешься. Опа. Хорош. Собираем деньги. 11 копеек. Так, что он тут прятал? Леденец. Унго. Леденец из храма Сэмпо. Наделенный благословением Унго. Так, временно снижает урон вашей... Что? Снижает урон вашей жизни от физических атак врага. Угу. Раскинув такой леденец и встав в стойку Унго, воин получает благословение духа. Духи — это кармические посланники. Раскусите леденец и примите свою карму. Такие конфеты раздавали в честь воинов Асина. Так, леденец Унго 2. И где он будет лежать? В инвентаре просто? Или мне его нужно прямо вот сюда применять? Окей. Снижение урона. Скорее всего, для всяких битв с множеством противников, либо с какими-нибудь мини-боссами, военачальниками. И раз. Не-не-не, заберись. Тут можно было спуститься вниз. А можно было пойти сюда, оказывается. А что это там? Ага, сохранение. Окей. Будда. Статуя Будды. Это враг? Это враг кто? Курица? Нифига себе курица! Прикол. Вот это курица. Вот это петух. Огромный, черный. Вот это поворот. Да уж. Так, мне нужно отдыхать, да, около этих буд. А могу ли я их чисто вас сжечь, типа... Чтобы не восстанавливать враги? Найденный идол резчика. Нет, походу нельзя. Переместиться... Нет, можно. По сути, я не отдыхаю сейчас. И, соответственно, враги никто не восстанавливается. Отлично. Собачки как лежали, так и лежат. Тут же кто-то еще был.
Делай раз. Тут можно, походу, спрыгнуть вниз. Какой-то труп. Ты живой или нет? Какой-то в перьях. Так, колесо для сюрикенов. Опачки. У меня теперь будут сюрикены? Класс. Механическое устройство, созданное гениальным изобретателем Догеном. Можно установить в протез Шиноби. Само колесо размером с ладонь, но в него можно вместить, на удивление, много сюрикенов. Хороший пример того, чего можно достичь, соединив опыт механика с талантом Шиноби. Окей. Установка инструментов в протез. Встраиваемые инструменты нельзя использовать отдельно. Если отдать их резчику, он сможет установить их в протез Шиноби. Быстро вернуться к резчику можно от идола. Понятно. Ладно. Так, протез. Колесо для инструментов. Чтобы его применить... придется к этому мастеру возвращаться. Так, кто ж меня тут заметил тогда в тот раз? Странно. Тут вроде никого. Зачем там дерево? Стой! А зачем? Реально. Зачем эта деревяшка тут? Чтобы от собак скрыться каким-то образом? Или, может быть, я куда-то могу отсюда допрыгнуть? Да вроде бы нет. Странное дерево. Просто чтобы было? Дрожже, окей. Опа, туда можно вниз. Так, скорее всего, если я спрыгну вот с такой высоты, то умру. Вряд ли тут настолько неуязвимость есть. Это что? Какая-то башня. Опачки. А внизу какой... Оу! А внизу какой здоровяк сидит. Какой-то военачальник. Еще один. Угу. Ясно. Но, как говорится, зачем мне с ним связываться, если я могу обойти это все дело? Тут много народу. А мне интересно, он вообще одноразовый? Может попробовать все-таки его убить? А двери тут закрыты? Да, но... Вернемся как-нибудь в следующий раз к нему. Пусть там стоит себе. Он никому не мешает. Можем тупо тут вот так все проходить. Так. Мне, походу, куда-то в ту сторону, скорее всего, непонятно. Так, тут есть кустики, в которых можно прятаться. Так. Спрыгнуть на дерево? Увидят ли меня с дерева? Если я прям вот так вот, в наглую. Ну, попробуем. О, подслушать можно. Этот бой, как думаешь, мы сможем победить? Боюсь, мы проиграем. Что? Ничего подобного. Хоть господин Исин и болен, но все равно силен. А господин Ганитиро лучший из лучников.
И еще, конечно, у нас есть демон Гёбу. А, Гёбу. Ну, конечно. Хорошо, пока он с нами, никому не удастся взять штурмом ворота замка Асина. Подслушанная галочка такая. Так, ну-ка. Попробуем кинуть глиняную фигню куда-нибудь, чтобы отвлечь их. Вот туда, например. Так. А им пофигу. Они просто тут стоят. Ладно. Алло. Как вас отвлечь? Ну, вот туды, например, как-нибудь. Я в него. Нормально. Что происходит? Так, перекат. Что? Замешкаться после того, как вас сбили с ног. Верная смерть. Чтобы быстро восстановиться, надо, когда вас сбили с ног или лишили концентрации, выполняйте перекат. Спасибо. Я и без этого... Да. Так, надо бы полечиться. Быстрый доступ... Да спасибо, я уже понял. Это не лечит полностью. Ух ты, камнями кидаются. Что-то я прям так в бой пошел. Камушки. Ох уж эти камушки. Так, интересно, когда они вот так на стреме? Их можно убивать спокойно или нет? Ты сюда залез? Серьезно? Ты пришел на верную смерть. Где он? Где второй? Он меня видит? Ну, типа того. Готов. По 11 копеек с них падает. Еще бы хпшки выпадали бы. Было бы вообще идеально. Так, и... Оу, тихо. Был ли смысл их вообще убивать? Кто меня? Где? Где кто? Кто-то меня заметил? Воу! Так, тут есть стрелковое оружие. По 11 копеек с них падает. Окей. Опять глиняные осколки. Кто-то там где-то топает внизу. Прям как будто бы в броне прям. Ага, вот вижу одного. Вижу второго. Вижу третьего, вижу четвертого. Ого, тут их толпа. Ходят, патрулируют. Могу ли я сделать... Нет, стой. Опа, сидит. Точнее, стоит. Ну-ка. Те пока уходят. Доберемся сюда. И вот этого вот вольнем. Ладно.
Это еще что за место? А ты еще кто? お Ого, 伊之助か это ты, Иноски? せがれよ Сын мой, 若様 ты видел を молодого 見なかったか господина? の Промолчать. なんじゃ Что, 黙って тебе しま нечего って сказать? 腹でも痛いかの Может, живот заболел? そなた У тебя は всегда был 昔から слабый живот. 腹を下しやすかったな Впрочем, ладно. まあよいせがれよ Возьми этот колокольчик. この鈴を若様の Это талисман? ことを案じ С мыслями 使った守り о юном господине. Меня тут заметили из-за вас, бабуля. Бабуля. Колокольчик на. Куро. Амулет-колокольчик от староженщины. Она попросила принести его в дар Будде. Такие амулеты дают владельцу защиту Будды. Считается хорошим тоном, заполучив чужой амулет, преподнести его Будде от их имени. Рассказать, как это делается, может резчик в разрушенном храме. Ну, ладно. Вы там стоите, стойте, а я как... Воу-воу-воу. О, петухи тут. Камнями тут не кидайтесь, пожалуйста. У меня тут охота на петухов. Ну, камнями кидается, зараза. Ай! Да подпрыгни же ты. Присесть. Полечиться. Да уж. Зато я зачем-то там петухов поперерезал. Так, у меня все лечение закончилось из-за этой бабули. Отходят такие. Боится. Так. Мне сюда определенно. Ну, здесь враги ходят. Ой, да ну нафиг. Кто меня там опять запалил? Куда я иду? Опа. Это то самое место, вон. Там есть лут внизу. Интересно. А наверх можно? Не особо. Так, ну пока идется, идем. Куда меня эта дорога приведет? Вообще нехорошо. Ха. А ты так не умеешь. Леденец Гатиина. Так, окей. Леденцы опытных убийц, когда они были стражами храма, а теперь выполняют грязную работу для его обитателей. Леденец заглушает звуки и скрывает ваше присутствие. И встав в стойку Гатина, воин получает благословение духа. Окей, раскусив. Теперь какой-то леденец, который меньше звуков дает делать. Кто меня там где-то... этот же тип. Так, а вон туда я добраться могу? Интересно. Вряд ли.
Интересные места, однако. О, так, тут кто-то стоит. Опять врата закрыты. Все, но мне это особо не мешает. Так, тут раз-два воина. Еще третий ходит, патрулирует. Что-то я вообще не вижу смысла их убивать. Особенно, когда это не особо хорошо получается. Угу. Есть ветки, по которым можно просто... Не на них он забирается, а просто перебегает. Так, что-то мне не нравится это место. Мне кажется, я это место уже знаю. Ха. Здесь, по-моему, будет какой-то... Хотя, может, и нет. Опа. А ты еще кто? С огромной пушкой? Офигеть. Умри, пожалуйста. Фига себе. Черный порох. Это черное вещество, основной ингредиент пороха. Используется для алхимических улучшений протеза, в том числе тех, что связаны со взрывами и оккультными техниками. Даже самому простому типу пороха можно найти массу применений. Окей. Я собираю денежки. Где их можно вообще применять-то потом? Можно вот этого типа завалить и тупо пробежать. Ну-ка. Смогу ли я это сделать вот так как-то? А потом вот так вот скрыться. Ага. Идет смотреть, что там происходит. А пока он идет туда, мы завалим вот этого. Ага. Так. Опа. Ниндзя. Получил я все-таки урон. Нужно привыкать тоже к боевке, однако. И у меня сейчас нечем лечиться. Плохо. Там еще какое-то местечко есть странное. Можно туда и спрыгнуть, попробовать. Что это за место? Угу. Тут есть лут. Шар трофеев. Шар Мибу, наполненный водой первоисточника, благословленной на богатство. Если лопнуть зеленый шар Мибу и помолиться, те, на кого попадает эта вода, временно будут чаще находить предметы. Жители Асина считают, что вода первоисточника сама по себе достойна поклонения. Окей, некоторый аналог блестящих монет из Dark Souls. И еще один шар трофеев. Хорошо. Ладно. Ха-ха. А это кожура, шкура той огромной змеи из трейлера. Об этой змейке я знаю. Ну-ка. Офигеть. Так, железо. Так, ископаемое железо, добытое в землях Асина, широко используется для базовых улучшений, в том числе годится для улучшения инструментов в протезе. Земли Асина укрыты густым снегом и неплодородны, но зато там попадается неплохое железо. Окей. Мне вот интересно, мешочки остаются на месте. Будет ли тут лут в дальнейшем? Типа, если я умру или там перезагружу локацию? Скорее всего, нет. А то как-то можно было бы прям лутаться и лутаться и лутаться. Просто перезагружаясь. Интересно. И зачем тут есть этот
Ну ладно. Куда я вообще иду? Куда-то. Угу. О, а это я могу посмотреть почему-то. Ну-ка. И что это? И куда это? И зачем это? Прыжок. И он туда достает. Нифига себе. Прям Спайдермен. Ну, тут логично. Тут и так понятно, куда мне надо. Красиво. Ну, так и сделаем. Внизу же ничего не было, правильно? Земли Асина. Походу, вон туда можно попасть. Но смысл? Так, и где я оказался? Угу. Что это? Кто-то умер? Почему у меня справа добавилось 11, непонятно чего. Я не понимаю сейчас, где я. Мне бы статую Будды. Там какой-то здоровяк стоит. Ну-ка. Собачка? Нет, это курица. Окей. Лут вижу. Это хорошо. А меня курица видит, походу. Да. Странно. Тут кого-то сжигали. Ладно. Мне сейчас вообще в драку лучше не лезть. О, спасибо, дрожже. Лучше не лезть в драку, потому что у меня не хватает хпшек как-то. Как бы так сказать. Ага, это вон то место, где, понятно, собачки впервые. Получается, там Будда. Это я вот так сделал крюк такой. Угу, окей. Да уж. Это явно бы услышали. Но там ничего нету внизу. В основном хождение по крышам. Так, тут раз чел, два чел. И у них что-то можно подслушать, походу. Меня курица увидела. О, Будда! Нормально так? Не видно нифига. Так, ну вот теперь есть смысл помедитировать. Найден идол. Идол. Не Будда. Ладно. Так, отдохнуть. Причем Агр не спал? Или мне показалось? А это что там красное такое? Эй, курятина. Вот это курица. С нее ничего не падает. Что это там красное? Ну, пойдем посмотрим. Пробудить видение? Этот человек был из Хирата. Я должен... Господин Куру. Госпожа Эма. А где другие выжившие из Хирата? Нас осталось очень мало. Понятно. Мне жаль. Нет конца людским попыткам. Эти люди погибли из-за тех, кто преследовал меня. Я такого не хотел.
Понятно. Лор, сюжет, все дела. Опа, а это еще кто? Неужели торговец? Ну, привет. Ого, а я вас знаю. А, вы же тот господин Шиноби. Я вас не видел с той самой ночи. Той ночи? Какой ночи? Что? Не упомните? Нет. О, ясно. Вы не помните? Хм. Господин, послушайте. Мы ведь с вами раньше того встречались уже. Я тогда был вором. Но те дни теперь в прошлом. Теперь еще я честный торговец. Беда только в том, что я на мели. Мне нечего продавать. Добрый господин, не одолжите ли вы мне несколько монет, чтобы торговлю наладить? Я для вас что-нибудь полезное припас... Вот увидите. А я еще вдобавок расскажу вам о той ночи. Что скажете? Хорошая же сделка, да? Купить информацию за 10 сен. Ну давай, ладно. Уплочено. Вот тебе. Спасибо, добрый господин. Теперь рассказывай. Да, конечно. Той ночью мы с парнями вломились в поместье Хирата. А вы, конечно, знаете, что семья Хирата из клана Асина. В обычное это время воришек вроде нас, они бы по полу что-то там. Но так уж вышло, что мы туда вломились аккурат во время битвы. Почти никого из молодых самураев... Да, блин, не успеваю читать. Отличная вышка. Вышла возможность. Тогда-то я и увидел вас. Вы так кое-чего искали. То бишь, как-то оно мне показалось. Вот и все, что я знаю о той ночи. Класс. Ага. У вас сейчас такой же вид, какой был на вашем лице в ту ночь. Вы по-прежнему что-то ищете? Типа того. Ну, послушайте, добрый господин. За хорошую цену я бы мог рассказать еще кое-чего дельное. Но не бесплатно. Я торговец, сами понимаете. Купить информацию. Окей. Нет, спасибо. С нетерпением, добрый господин. Окей. Денежку он товар припасет какой-то. Хитрец какой. Так, мне показалось, либо там лут лежал внизу. Ну-ка. Походу показалось. Подслушать. Не по душе мне, что этого страхолюдину привели. Неохота мне лишиться руки еще до начала боя. На худой конец всегда можно прибегнуть к огню. Красноглазый черт боится огня. Так сказано в послании от господина. Послание? Да уж, странно. Как-то Асина готовится к войне. Окей, есть какой-то страхолюдина, который боится огня. И, по-моему, я даже знаю, что там за страхолюдина. А можешь зацепиться? Хоть за что-нибудь. Спасибо. Так, я могу здесь пройти, наверное. Вот так. Делай раз. Угу. Но зачем? Зачем? Окей. Там кто-то... Там кто-то что-то вякает. Что там происходит? Это то самое страхолюдина? Да, вон он. Кстати, так, это... Комок пепла можно бросать во врага, чтобы отвлекать его. Это просто метать. Кошельки. Идол возвращения.
Так, а у меня нету никакого... у меня же какой-то пепел был. Он для улучшения. А если... Так, здесь мне не забраться, правильно? Да, здесь не забраться. Окей, делаем, значит, вот так. Ху-ху-ху-ху-ху. Так, и вон он, это чудо-юдо. А есть ли мне смысл их убивать? С одним-то я разберусь, а со вторым... Ладно. Попробуем. Ну давай, подходи. Пообщаемся. Я тут лут пока соберу. Ну-ка. То есть можно в него вот так вот кидаться. Ну. Окей. С такими врагами несложно. А здесь забраться не могу. Могу ли я эту битву обойти этого страхолюдину-то как-нибудь? Походу нет. Ладно, погнали. Так, тут есть вот этот огонь. Я так понимаю, у меня великан в колодках. Атаки с захватами. Так, атака с захватом нельзя отразить. Если вас хватили серьезного урона, уже не избежать. Однако из-под такой атаки можно уйти прыжком или рывком. В некоторых случаях также можно уклониться вовремя, сделав уклонение отходом. Крестик и где-то и влево-вправо. Так, отпрыгнув в указанное направление. Удерживать нолик, уйти рывком. Окей. Оу. Я ж вроде ушел. Угу. Ты ж огня боишься. Офигеть. Сколько у него хп? Оу. Вау. Сколько мне его бить-то, а? Еще один тут пришел. Ты... С копьем. Ай. Ну что, достанете меня? Хе-хе, нет. Нефиг лезть. Так, лечиться.
Я не понимаю, что я делаю. Просто бегаем. Ну? Что это? Что это? А, вот так. Ладно. Так, у него вторая фаза, и он теперь будет по-другому бить. Может, мне нужно как-то сзади заходить? Оу, все, это смерть, походу. Да, у меня хпшек просто не хватало. Обидно. Хм. Верный волк, прими мою кровь и живи. Опа. Опа. Интересно. Умереть? Воскреснуть. Воу. Окей, началась вторая фаза. Кровь божественного... Так, приз получен воскрешение. Кровь божественного наследника дает возможность восстать из мертвых, используя способность к воскрешению. 1 единицу воскрешения можно восстановить, отдохнув у идола-резчика. Дополнительные единицы, убивая врагов. После воскрешения снова использовать эту способность можно, лишь убив достаточно врагов. Прикольно. Но мне все равно не хватит хп. Ау. Да ну! Ай! Ну все, теперь точно смерть. Хм. Так, вражеские атаки по дуге. Уклонение отходом. Окей. Обучение всякое. Способность к воскрешению. Чтобы восстановиться из мертвых, необходимо иметь достаточно способностей. Так, потеря при смерти. После смерти деньги и опыт, не потраченные на очки навыков, пропадают. Что пропало, то пропало. Как этого избежать, никто не знает. Однако же, милостью богов или Будды, может случиться всякое. То есть они имеют в виду, что мои хп, опыт и всякое такое где-то там. У кого-то. Жаль, нельзя натравить того здоровяка на вот этих двух. У меня вообще есть смысл с ним сражаться. Так, ну опять разбираемся с этими двумя. Удержите R1, выполнить атаку выпад. Точно. Я забыл, что у меня есть заряженные вот такие атаки. Дрожжи с них падает. Мне
написала, что он боится огня. Может его заставлять падать на огонь? Ну-ка, вот огонь. Нет, ему пофигу на огонь. Вот зачем мне это? Ау! Фига. Воу-воу-воу-воу-воу! Класс. То есть можно упасть. Здрасте. Интересно. ХПшек мне немножко, конечно, того приубавилось. Окей, разберемся с этим великаном. Ау. Не хватило хп. 1-1. Так, лучше отойди оттуда, а? Да сколько можно-то? Умри уже. Воу. Здорово. Бусина отчеток. Бусина отчеток. Если принести 4 таких бусины к идолу резчика, можно увеличить максимальный запас жизни и концентрации. Сейчас у волка бусин 1 штука. Лекарство шиноби 1 уровня. Пассивный навык, усиливающий эффект лечебных предметов. Чтобы выжить, шиноби должен разбираться в медицине, ведь невозможно сражаться, не получая ран. Изучив эту технику, можно лишь после многочисленных ранений в боях с сильными противниками. Лекарство шиноби 1 уровня. Так, и где оно вообще что-нибудь отображается? То есть инвентарь, навыки, меню навыков. Окей. Ничего не умею. Лекарство шиноби. Пассивный навык, усиливающий эффект лечебных предметов. Окей. Так, а мог бы я с ним не сражаться, а просто куда-то сюда уйти? Да, вполне мог. Трубка полуночника.
Так, и что это? Бамбуковая трубка, через которую можно разглядеть отдаленные объекты. У шиноби и так хорошее зрение, но, глядя через такую трубку одним глазом, шиноби может видеть еще дальше. Полуночники-ниндзя, охраняющие крыши замка Асина, зорко следят оттуда за неприятелем. Мало что ускользает от их взора. Угу. Ну вот, как я и говорил, будет монокль. Ого, тут народа. Еще и военачальник. Так, и как я могу ей пользоваться? Могу ли прям из инвентаря? Протез, колокольчик, письмо, бусины. То есть это предмет. Трубка использовать. Ага, ух ты, приближать. Прикольно. Угу. То есть не обязательно в инвентаре ее использовать. Так, а тут что? Открыть. Не откроется с этой стороны. Прикольно. Угу. То есть можно добраться туда этим путем. А чё не цепляешься? Серьезно? Хм. Так. Сколько времени? Да. Так, сейчас попробуем забраться, и на этом надо бы заканчивать уже. По-хорошему бы стрим. Фу, стрим, запись. Так, о, можно сюда попасть. Что за место такое? Лут. Семечко тыквы. Семечко, из которого постоянно сочатся целебные воды. С его помощью Эмма может увеличить максимальное количество используемой фляги с лекарством. Фляги веками использовались в Асино, но только выдающемуся лекарю Догемну и его ученице Эмме удалось открыть секрет целебных семян. Где это Эмма? Так, а тут что? Глиняный осколок, окей. Так, как мне пробраться все-таки в ту комнату? Пробудить видение? Нельзя. Странно, не могу ухватиться ни за один угол туда. Может, мне нужно выйти с этой стороны? И обойти просто как-то сверху. Ну, схватись. Серьезно. Почему он не хватается за это? Странно. Тут тоже. А так? И так тоже. Воу. Оу, стрелок. Ладно. То есть туда так просто не попасть. А если вот как-то туда? Тут там тоже не показано. Зачем можно сюда? Так не попасть никуда. Зато можно вот таким образом перемещаться. Окей. Ладно. Пожалуй, на этом хватит. Так что да, всем спасибо за просмотр. Это была вторая часть прохождения Секиро. Или Секиро, как кому удобно. Так что увидимся в следующей серии. До скорых встреч и пока-пока.